Воздух этого обычно спокойного европейского города внезапно наполнился энергией, которую трудно объяснить одной лишь логикой. Не из-за крупного фестиваля и не из-за глобальной политической повестки дня. Мир замер на мгновение из-за одной простой, но необыкновенной вещи – BTS прибыли. Сегодня они впервые по-настоящему ступили на Лиссабонскую землю после вчерашнего сенсационного прибытия в аэропорт. С самого утра имена BTS и Ким Тэхёна снова доминируют в мировых лентах новостей. Социальные сети, развлекательные порталы и международные новостные каналы все сосредоточились на одном городе и одной группе. Происходящее – это не просто визит артистов. Это культурный момент, событие, которое на первый взгляд кажется спокойным, но имеет далеко идущие эмоциональные и исторические последствия. Прибытие BTS в Лиссабонский аэропорт накануне вызвало волну реакции, которая до сих пор не утихла. Короткие видеоролики, длящиеся всего несколько секунд, показывали участников, выходящих из аэропорта с расслабленным видом, легкими улыбками и своей фирменной аурой уверенности. Однако среди вспышек фотокамер одно имя вновь оказалось в центре внимания всего мира – Ким Тэхён. Тэхён не делал ничего лишнего. Не было никаких драматических жестов, никаких пафосных слов. Он просто шел, и в этом его сила. В каждом шаге чувствовалось спокойствие, резко контрастирующее с безумием фанатов и вспышками фотокамер. В каждом взгляде была харизма, которая, казалось, замедляла само время. Мир снова замер. Сегодня, в первый день пребывания BTS в Лиссабоне, последствия этого момента ощущаются еще более ощутимо. Город перестал быть просто красивым европейским местом, он превратился в мировую сцену. Отель, где остановились BTS, находится под усиленной охраной, но окружающая атмосфера по-прежнему наполнена фанатами из многих стран. Языки, на которых говорят, разные, но одно имя произносится с одинаковой интонацией повсюду. Сегодня утром корейские развлекательные порталы единодушно использовали такие слова, как «исторический», «феноменальный» и «непревзойденный», описывая присутствие BTS в Португалии, и не без оснований. Этот первый день – не просто официальное расписание. Он символизирует начало новой эры для BTS после индивидуальных путешествий участников. И в центре этой новой эры стоит Тэхён, по-своему, спокойный, элегантный и непоколебимый. Сегодня Тэхён стал горячей темой не только потому, что его внешность снова вызывает всемирную похвалу, но и из-за ауры, которую он излучает. Многие фанаты описывают его как мир в движении. В мире развлечений, часто шумном от сенсаций и противоречий, присутствие Тэхёна ощущается как пауза. Он не требует внимания, но внимание приходит к нему естественно. Как группа, BTS также продемонстрировали особый вид зрелости в свой первый день в Лиссабоне. Не было чрезмерной эйфории, никаких помпезных заявлений. Все было размеренно. Такое отношение еще больше укрепляет их статус не просто айдол-группы, а мировой культурной иконы. И кажется, мир готов выслушать все, что они решат предпринять дальше. Кульминацией сегодняшнего обсуждения, конечно же, является официально объявленная важная новость – монументальное партнерство BTS с Netflix. Эта новость мгновенно изменила атмосферу в мировой индустрии развлечений. BTS не просто вернулись, они переписывают правила игры. В рамках этого партнерства BTS проведут глобальный концерт возвращения, который будет транслироваться в прямом эфире более чем в 190 странах мира через Netflix без географических ограничений, шаг, который никогда ранее не предпринимал ни одна корейская музыкальная группа. Проект включает в себя не только концерт, но и эксклюзивный документальный фильм, рассказывающий о творческом пути BTS после их индивидуального перерыва. Таким образом, первый день BTS в Лиссабоне ощущается как начало этой масштабной истории. Город становится первым свидетелем шагов BTS к поистине безграничной глобальной сцене. Аналитики индустрии развлечений назвали это партнерство одним из самых значимых событий в современной истории музыки. В этом контексте Тэхён снова оказывается самой обсуждаемой фигурой. Многие наблюдатели считают, что его личная привлекательность играет важную роль в налаживании связи BTS с межкультурной аудиторией. Он не просто лицо группы, а символ гуманистического и аутентичного подхода BTS.
Документальный фильм Netflix, который выйдет одновременно с концертом-возвращением, как говорят, покажет стороны Тэхёна, редко демонстрируемые публике. Его творческий процесс, личные размышления и эмоциональный путь после завершения сольной карьеры станут важной частью повествования. Это не просто развлекательный контент, а культурный архив, документирующий, как легендарная группа растет вместе, не теряя своей идентичности. Сегодня Лиссабон полон теплых предположений. Фанаты гадают о планах BTS, возможности публичных выступлений и небольших моментах, которые могут снова стать вирусными. Однако сами BTS предпочитают молчание, и это молчание говорит о многом. Среди участников Тэхён выглядит наиболее спокойным. На последних фотографиях, которые появились в сети, он одет в простую, но изысканную одежду, непринужденно прогуливается, изредка здороваясь с окружающими легким кивком. Нет эмоциональной дистанции, но и нет попыток перетянуть внимание на себя. Он полностью присутствует, и этого достаточно. Корейские развлекательные порталы описывают сегодняшний день как день, когда мир по-новому смотрит на BTS. Они больше не просто ждут новой песни, а предвкушают ее смысл. Что BTS хотят передать в эту новую эпоху? Какое послание скрывается за их решением сотрудничать с Netflix? И куда Ким Тэхён направит эту историю? Ясно одно, пишется новая история. Партнерство BTS и Netflix – это не просто цифры, масштаб или технологии. Это о том, как музыка, истории и эмоции могут передаваться без границ, о том, как одна группа из Южной Кореи может объединить мир в один общий момент. Первый день BTS в Лиссабоне ощущается как глубокий вдох перед тем, как мир снова начнет двигаться. Нет громких криков, нет драматических сюрпризов, только присутствие. И все же именно это присутствие делает все значимым. Сегодня Тэхён и BTS напоминают миру, что истинная сила не всегда исходит от самого громкого голоса. Иногда одного спокойного шуга достаточно, чтобы изменить направление глобального внимания. И Лиссабон сегодня является доказательством того, что история не всегда начинается с помпы. Иногда она начинается тихо, а затем надолго остается в памяти. Пока взгляды всего мира прикованы к Португалии, становится все яснее одно – это только начало. История BTS и Ким Тэхёна в 2026 году только началась, и мир, кажется, готов снова остановиться, а затем следовать за этими спокойными шагами, куда бы они ни повели. В заключение, первый день BTS в Лиссабоне – это не просто продолжение эйфории, царившей вчера в аэропорту, а начало новой, глубоко значимой главы. В этом спокойном городе BTS в очередной раз демонстрируют, что их влияние рождается не из мимолетных ощущений, а из постоянства, зрелости и искренней эмоциональной связи с миром. На фоне всеобщего внимания Ким Тэхён является символом этого самого спокойствия, присутствуя без слов, но оставляя глубокое и неизгладимое впечатление. Монументальное партнерство с Netflix подтверждает одно – BTS вернулись не только как музыкальная группа, но и как постоянно развивающаяся глобальная культурная сила. Предстоящий концерт возвращения и документальный фильм – это не просто зрелище, а исторические свидетельства того, как 7 человек вместе движутся вперед в новую эпоху, не теряя себя. Сегодня Лиссабон становится свидетелем начала этого пути. Мир вскоре может снова зашуметь, наполнившись предположениями, заголовками и растущим волнением. Но одна истина ощущается с самого первого дня. Когда BTS и Ким Тэхён двигаются спокойно, мир естественным образом останавливается и обращает на них внимание. И из Лиссабона снова начинается великая история. С наступлением вечера в Лиссабоне золотистый свет города начинает смягчаться. Улицы становятся тише, но внимание к BTS со всего мира не угасает. Наоборот, оно усиливается. Речь идет уже не о перемещениях или расписаниях, а об атмосфере. О том, что витает в воздухе, когда уже произошло что-то значимое, еще до того, как все раскрылось во всей красе. Для многих фанатов сегодняшний день кажется нереальным. BTS физически присутствует в Лиссабоне, но эмоционально они, кажется, существуют повсюду одновременно. От Сеула до Сан-Паулу, от Джакарты до Нью-Йорка, ARMY в разных часовых поясах не спят, обновляют ленты, выискивая крупицы смысла в каждом небольшом обновлении. Тень в окне отеля.
отражение в проезжающей машине. Тихая улыбка, запечатленная длиннофокусным объективом. Это нетривиальные детали. В такие моменты они становятся символами. Что отличает этот первый день от прошлых глобальных выступлений, так это отсутствие спешки. Нет спешки доказать свою значимость, нет давления, чтобы доминировать в заголовках с помощью зрелища. BTS больше не нужно афишировать свою значимость. Одно лишь их присутствие подтверждает это. Эта спокойная уверенность, пожалуй, самый яркий признак того, как далеко они продвинулись. В центре этой тишины стоит Ким Тэхён. Наблюдатели отмечают, как естественно он вписывается в ритм города. Он двигается не как человек, посетивший чужую страну. Он двигается как человек, который слушает. Слушает город, момент, самого себя. Создается ощущение, что Тэхён не просто проезжает через Лиссабон, а впитывает его, позволяя ему стать частью своего внутреннего мира. Инсайдеры индустрии начали комментировать этот сдвиг. Они описывают Тэхёна как артиста, вступающего в фазу тихой авторитетности. Не определяемой трендами или ожиданиями, а внутренней ясностью. Это отражается не только в его поведении, но и в том, как люди реагируют на него. Разговоры смягчаются, когда упоминается его имя. Такие слова, как «нежный», «глубокий» и «неподвластный времени» постоянно появляются в медианарративах. С наступлением ночи множатся предположения, не подпитываемые утечками или слухами, а предвкушением. Как будет звучать эта эра? Какие истории выберут BTS, чтобы рассказать теперь, когда они вернули себе свой коллективный голос? Партнерство с Netflix предполагает, что эта глава будет в значительной степени основана на повествовании. Меньше о выступлении, больше о контексте. О процессе. О человечности. Источники, близкие к производству, намекают, что предстоящий документальный фильм не будет следовать традиционному формату айдолов. Не будет никакой натянутой драмы, никакого искусственного напряжения. Вместо этого акцент будет сделан на размышлениях. На том, как 7 человек пережили разлуку, рост, сомнения и воссоединение. Сегменты Тэхёна, в частности, как говорят, будут нести эмоциональную нагрузку не через признание, а через тонкую честность. Этот подход идеально соответствует тому, что фанаты наблюдают в Лиссабоне. BTS не дают ответов. Они предлагают пространство. Пространство для интерпретации. Пространство для связи. Пространство для тишины. А в современной быстро меняющейся цифровой культуре тишина, пожалуй, является самым смелым заявлением из всех. Вокруг отеля фанаты сохраняют уважение. Да, есть волнение, но есть и сдержанность. Многие проделали тысячи километров не для того, чтобы кричать, а просто чтобы быть рядом, чтобы дышать одним воздухом, находиться в одном часовом поясе, в одном городе. В тихих разговорах фанаты говорят не о обладании, а о благодарности. Благодарности за долголетие. За выживание. За преемственность. По мере приближения полуночи Лиссабон словно застыл между главами. Первый день закончился, но история еще не ускорилась. И эта пауза намеренна. BTS понимают силу времени. Они знают, что смысл раскрывается лучше всего, когда его не торопят. Тэхён, которого ненадолго увидели поздним вечером, кажется, не изменился под тяжестью внимания. Мягкое выражение лица. Расслабленные плечи. Такое присутствие, которое говорит о глубоком соответствии между тем, кто он есть, и тем, где он находится. В этот момент он воплощает то, что многие фанаты чувствовали годами, что истинное влияние тихо, а истинная сила нежна. Завтра мир проснется, жаждущий большего. Больше новостей. Больше визуальных образов. Больше подтверждений. Но сегодняшний день уже преподнес нечто редкое. Напоминание о том, что глобальное влияние не всегда проявляется в шуме. Иногда оно приходит как чувство, тонкое, устойчивое и неоспоримое. Лиссабон стал чем-то большим, чем просто место.
Теперь это порог. Место, где BTS стоят между тем, кем они были, и тем, кем они становятся. Между памятью и намерением. Между прошлыми триумфами и будущим смыслом. И по мере того, как город наконец замирает, одна истина ясно укореняется в глобальном сознании. Эта эра BTS будет определяться не количеством, а глубиной. Не скоростью, а резонансом. Ким Тэ-хён, спокойно идущий в центре этого момента, ведет не силой. Он ведет примером. Своим присутствием. Выбирая спокойствие в мире, одержимым движением. История только начинается. И когда развернется следующая глава, она не потребует внимания всего мира. Мир снова просто выберет остановиться и слушать.